Нарежу я ее вот такими. Ой-ой, какая жирная. Просто что-то невероятное. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня будем готовить экзотическое блюдо. Вот эти рыбки, которые совсем и не рыбки, это у нас миноги. Мы сегодня их будем коптить горячим способом. Друзья, вот эту рыбку, будем ее так называть условно, рыбкой. Чисто по-научному это не рыба. Создание просто прекрасная, рыбка просто чудесная, но очень скользкая, она вся покрыта слизью. И слизь, это, говорит, даже чуть-чуть ядовитая. Так что эту слизь нужно обязательно нам удалить. Удаляют ее несколькими способами, но самый надежный это соль. Так, друзья, что мы сейчас делаем? Я одел специально матерчатую перчатку, в ней меньше скользит, да? Теперь ладошку наполняю вот так солью. И вот так через соль я провожу каждую рыбку. Тем самым мы избавляемся от этой слизи. То есть соль у нас, друзья, служит абразивом. Мы эту слизь солью стираем. И, кстати, очень неплохо получается. Вот одна уже чистенькая, я чувствую, что она без слизи. И вот так каждую рыбку я буду проводить через свою соленую руку. Сейчас мы их будем потрошить, друзья. Воспользуюсь своей доской. Буду класть по несколько штук. Штуки по 3, наверное. Вот так. О, сколько крови здесь. Сложнее, чем рыбу чистить, друзья. Просто невероятно скользкое существо. Давайте вот так попробуем вилочкой. А, вот так пошло. Вот. Так нормально. И вот так пальчиком мы все это дело вычищаем. Друзья, с горем пополам я ее распотрошил. Таких скользких существ в жизни я не встречал. Так, сейчас мы ее еще раз контрольно помоем хорошенько. Все, чисто отмыл ее. Чище уже некуда, я не знаю. Она все равно скользкая. Но слизи на ней нет. Это уже само такое создание скользкое. Да, сейчас мы ее вот сюда, в эту посуду, друзья, сложим рыбку. Дальше все проще, намного проще. Сейчас эту всю миногу пересыпем солью. Полностью пересыпаем солью.
Закрываю крышкой, друзья. И часа на 4, может даже на 5. Пусть она хорошенько просолится. А потом начнем коптить. Прошло 4 часа, друзья. Рыбка основательно просолилась. Сейчас мы что делаем? Сейчас мы каждую рыбку надеваем на такой крючок. У них как раз жабры такие дырчатые. Очень удобно. Каждая рыбка вот на такой крючок. Сейчас мы их вот так все на крючочке подвесим на этот прут металлический. Друзья, теперь я просто смываю соль. Я не вымываю тщательно ее, рыбу, а просто смываю соль. Вот так, с одной стороны и с другой. Друзья, а теперь вот эту рыбку, этих миножек нужно вывесить здесь, чтобы они хорошенько подсохли. Часа 3-4 они должны повисеть. Раздвинем. И вот здесь, на Каспийском бризе, сегодня, правда, холодно, я думаю, они высохнут. Повесим лучше в 2 ряда, чтобы они близко друг к другу не были. Закрою на всякий случай дверь. Правда, сейчас ничего нету, ни мух, ни каких-то насекомых. Но на всякий случай, вдруг кто-то покусится на нашу рыбку. Пусть здесь она у нас сохнет. Ну все, уже намного лучше, конечно. Я думаю, будет нормально. Все, снимаю. Так. Так, теперь наших миножек развешиваем в коптилке, чтобы слишком близко друг к другу не были. Так, друзья, время засыпать сюда стружку, щепу. Вот столько будет достаточно. Значит, накрываю колпаком. И при температуре горячего коптения, как обычно, то есть от 70 до 90. Вот в этом промежутке будем коптить. Минут 40. Она, как говорится, по массе рыбка небольшая. Ну, максимум час, это максимум. Скорее всего, 40-45 минут. И должна быть готова. Ждем. Друзья, слышите, какой звук? Как будто она жарится, а не коптится. Это настолько жирная рыба, она прям истекает вся маслом. Вот они, красавицы. Друзья, по-моему, они закоптились просто супер. Цвет, смотрите, какой. Не слишком не передержал. То есть в самый раз, мне кажется. Золотистый. Отлично. Все, друзья, на досточку их. Знаете, какие классные. Я лично никогда копченых миног не ел. Мне очень интересно это попробовать. И пару человек сильно это блюдо хвалили.
Посмотрите только сюда. Вид просто шикарный, да, вот не знаю. Люди, которые любят копчености, меня поймут. Вот они, друзья. Посмотрите, как они все ровненькие в ряд стоят. Готовые к употреблению. Сейчас будем пробовать. Сегодня у нас так холодно. На Апшероне где-то около 2-3 градусов всего. Для нас это очень холодно. Да, такой ветер такой пронизывающий. Ну что, ребята, попробуем, да, что у нас там вышло. Первый раз ем миног копченых, горячего копчения. Вообще, насколько я знаю, это очень редкое блюдо. Я в интернете даже не смог найти. Всего там один человек сделал, и то не очень качественно. Да, короче, вот посмотрим, что у нас вышло. Возьмем вот такую рыбку, посмотрите, какая она красивая. Супер. И она уже, знаете, она хорошо остыла. Вот горячее копчение, вообще вещи копченые, их же не едят в горячем состоянии, да. Нужно, чтобы они остыли. Они такие тепленькие, не холодные. То есть после холодильника это будет вообще супер. Ну, я не могу вас заставить ждать еще, пока они охладятся. Так что пробуем как есть. Сейчас мы распробуем, друзья. Нарежу я ее вот такими. Ой-ой, какая жирная. Просто что-то невероятное. Начнем с хвостика. Вот она такая на вид. Я подозревал, что будет так вкусно. Потому что минога, она в любом виде хороша. Шашлык я много раз делал из нее. Жарить на сковородке с картошкой, вот типа джизбыза, тоже неплохо получается. А это копченый вариант. Под пиво просто лучше не придумаешь, друзья, настолько жирное. Очень сочная, очень жирная. И кто ел миног, знает. Ну, опять не хочу повторяться, но в таком виде ем первый раз и очень доволен. Для пива просто лучше не придумаешь. Кстати, о пиве. Я решил к миногам взять сегодня черного пива. Почему-то, мне кажется, оно больше сюда подойдет. Смотрите, какой у меня кабан. О, ровно пол-литра. Ну что, друзья, ваше здоровье. Сегодня у меня очень вкусный день. Она так быстро охладилась, как будто уже из холодильника. Смотрите, какая головка. Обычно, если это шашлык, я прям с головой ем. Здесь я всю голову не съем. Сейчас посмотрим. Откушу до определенного момента. Выше, супер. Друзья, я решил сделать себе еще такой атомный бутерброд. Как вы на это смотрите? Немножко моей любимой кинзы. Так. И положим сюда 2 вот такие рыбки. Голову отрежу. Как раз по длине лучше будет. Как вам бутербродик? Зачетный? А, еще, если это бутерброд и как бы рыбный, лимон тоже не помешает. Слегка вот так выжму. Да сверху. Вот такой у меня мега хот-дог. Друзья, такие хот-доги нигде в мире не дают. Только на канале Каспийский берег, на Апшероне. Просто фантастика.
Друзья, сегодня закоптил горячим способом миноги и, честное слово, просто улетел от рецепта. Вещь очень вкусная, дай бог буду постоянно делать. Спасибо вам за просмотр, я надеюсь, видео вам понравилось. Оно должно было понравиться. Спасибо большое, до новых встреч на нашем канале, до свидания.